Итак, приветствую всех, кто зашел на канал Просто Сложман. И мы продолжаем наш цикл выпусков про ножи и рассказываем более доступным языком, насколько это возможно. Пожалуйста, перед тем, как посмотреть видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, вы знаете, где кнопка. Сегодня пойдет речь о ноже от компании CRKT, который переводится Colombian River Knife and Tool. И это один из интереснейших ножей, за которым я наблюдал достаточно давно. И нож называется CRKT Провок. Вот в такой коробке он приходит. Сразу начну с того, что это не просто нож, это керамбит. И этот нож наделал очень много шума в ножевой индустрии. Вообще CRKT компания, маленький экскурс в историю, образованная двумя людьми, которые работали в многоизвестной компании Kershaw американской. Очень талантливые люди, ножеманы, так сказать, которые решили в свое время, что надо отделиться от Kershaw и основать свою компанию. Притом все эти компании находятся на севере страны, и самое интересное, расположены прямо концентрированно в одном месте. CRKT расположила свои мощности, там большие и небольшие, и офис всего лишь в 2 километрах от компании Batchmate и совершенно недалеко от всеми известной компании Kershaw. То есть все как бы находятся в одном месте. Я не буду сейчас рассказывать, сейчас это не рассказ об истории этой компании. Я скажу, что компания сразу же поставила планку делать ножи, которые не только удобные, но и также доступные по цене. Несмотря на это, когда я увидел первый раз, а это было достаточно давно, если не ошибаюсь, 4 года назад, этот нож-провок, он был только на краудинговой компании. Почему? Потому что этот нож был создан дизайнером Джо Касвеллом, и этот дизайнер, интересный механик, дизайнер, выложил нож туда для того, чтобы собрать деньги и сделать самому этот нож. И поначалу цена была такая, что, честно сказать, несмотря на мой достаток, я не имел внутренней возможности, не финансовой, а внутренней возможности его купить, потому что цены зашкаливали там, начиная от 1500 и больше. Потом он отдал механику ножа и так далее в компанию CRKT, и они снова под его же руководством, под руководством дизайнера Джо Касвелла, еще расскажу, сделали этот керамбит. Так, как он выглядит? Он приходит в простой коробке. CRKT достаточно простая компания, и она такая типа американская прям компания, которая хочет делать эти ножи с духом Америки. Хотя вот эти уже CRKT Провок, они собираются уже в Тайване, конечно. Не в Китае, но в Тайване. И тоже под пристальным наблюдением CRKT. Что там в середине находится? Нету никакой кошелька, как мы привыкли видеть для ножей. Есть простая вот такая коробка. Есть также рекламка каких-то ножей. Вот тоже реклама ножа их. Их ножи делают они для чего? Для того, чтобы охотиться, для того, чтобы применять где-то. И этот нож, который я вам сейчас покажу, провок, пускай мне не рассказывает кто-то, что с помощью него он будет чистить яблочки. С помощью этого ножа вряд ли вы почистите яблочки, и вряд ли вы сможете там что-то им делать. Хотя, если приноровиться, это можно делать. Вот он нож, о котором я так сейчас рассказывал, и который действительно очень интересный. Смотрите, какая дракозябра выглядит. Поначалу даже и не понимаешь, но люди, которые
общались с керамбитами, то есть вот керамбит держится, да, в руке, они уже понимают, что это нож совершенно не предназначенный для того, чтобы им что-то делать. Это нож для защиты, ну и, наверное, также для нападения. Хотя я хочу разуверить вас, есть, конечно, целое ножевое искусство ножевого боя, которое сделано было прямо под керамбит. Это история керамбита, и не будем углубляться, идет с Филиппин. И также есть история, боевого искусства, которое учит обращаться с керамбитом. Да. Достаточно, по моему мнению, коварное оружие, но тут дело даже не в этом. Все керамбиты это как бы фиксы. А здесь смотрите, какая история. Смотрите, как он выглядит. Вот он как выглядит. Все ножи открываются и имеют один осевой узел. Здесь же имеют 4 осевых узла. И смотрите, как он открывается. Оп. И он есть. Вот я его держу. Нормальным хватом для керамбита. Вот он готовый. Теперь, чтобы его закрыть, здесь есть стопор. Ты его вниз. И вот он закрывается. Снова вам показываю. Вот его держит в руке. Когда его вытащили из кармана или откуда-то, он не виден. Грубо говоря, для самозащиты, естественно, кольцо ты даже тоже можешь использовать для того, чтобы что-то им разбить. Будем рассказывать, что мы разбиваем стекло. Хотя, давайте этот канал просто о сложном. Можно отбиться от кого-то, кто пристал, и разбить ему просто нос, грубо говоря. Вот очень прочная штука, и прочно можно это сделать. Весь, еще раз показываю, чем он интересен. Вот он находится в руке, и ты ничего не видишь, и вот он уже открыт. Притом, когда он открывается, вот я его движением таким открыл, он тоже открывается, то есть беря и дергая, он нажимаем, снова закрываем. Вот таким образом, смотрите, почему это инженерное. Это просто человеку кажется, что ну и ладно, сделал 4 болта или что. Но здесь настолько все выверено четко, настолько сделано вот это вот лезвие, это же все лезвие. Сделано, видите, как все четко и четко он закрывается. Он прямо как один хороший механизм. Раз и защелкнулся. Давайте пройдемся немножко по характеристикам и потом по моему ощущению от этого ножа. Материал клинка. Инструментальная сталь D2. То есть, ну, сталюшка тут так себе. Не порошковая, естественно. D2 всего лишь. Но на многих ножах сейчас стоит D2. В принципе, для керамбита этого хватает. Мое мнение. Твердость стали 58-60 по Роквеллу. Профиль клинка. Хаубел. Клюв ястреба он переводится. Но он и есть клюв ястреба. Это нормальная история для керамбита. Вот, видите, клюв ястреба. Покрытие клинка. Вот здесь вот покрытие клинка. Темный нитрит титановое. То есть темный нитрит титана. Это напыление. Для того, чтобы сделать его меньше царапающимся, да. Тип режущей кромки. Гладкая. Plain по-английски, да. То есть вот здесь нет никаких спусков. Здесь просто с самого верха до самого низа идет спуск. Видите? Нет нигде посередине. Прямо с самого обуха до самого низа идет спуск. Материал рукояти. Вот эта вся рукоять, ребята, у меня классический оригинальный провок, сделана из авиационного алюминия 6061. Вот эта вся. То есть, и он так чувствуется такой, ой-ой-ой. Механизм фиксации, кинематик. Вот это вот движение, почему вот всех оно, это и называется. То есть, вот ты надеваешь, ты только делаешь давление, и он пошел. Кинематическое. Вот.
рычажный замок. Я его не буду разбирать, но я так понимаю, что вот его вот так вниз сдвигаешь и закрываешь. Одной рукой сделать достаточно, ну, сложновато. Клипса. Вот тут сейчас я достану шорты, как всегда. И немножко, ребят, развенчаю, так как вы находитесь на канале просто о сложном. Развенчаю вот это вот, будем так говорить, об этом ноже миф. Или как бы сказать, миф. В чем миф заключается, ребят? Вот эта вот клипса, она просто чудесное произведение искусства. Если так вы посмотрите, клипсы нету. И все ее расхваливают прям, ну, я даже не знаю, кто ее только не хвалил. Все, кто показывает этот нож, все в этом ноже восхищаются клипсой. Да, ничего не могу сказать. Клипса очень интересная. Чем? Вот здесь даже насечки вы видите. И когда я нажимаю, вот она, клипса, приподнимается. Но никто не показал одной вещи. Я искал эту информацию, я смотрел эту информацию. Может быть, я ошибаюсь. Если я ошибаюсь, поставьте, пожалуйста, под видео, что кто-то показал это, и я ошибаюсь. Смотрите, клипсу, конечно же, отжимаешь нормально. И для того, чтобы ее сюда одеть, тебе надо, ну, и... В общем, это не очень приятно. Сейчас вообще покажу. О, одел я. Вот, конечно, она сидит, и все это классно. Но, ребята, не надо говорить, что клипса хорошая, и клипса удобная для того, чтобы носить этот нож на кармане. То есть, чтобы носить этот керамбит на кармане, надо еще иметь, так сказать, навыки, как эту клипсу или разработать, или так, чтобы она там одевалась. То есть, это не так уж и просто. Вытаскивается просто, но вот одеть ее снова, то есть надо это и вот так вот, я теперь одел. Сделана она классно. Почему? Потому что когда ты держишь керамбит, и вот таким образом ты его держишь, кто-то на этот палец одевает, кто-то на этот, кто где. Я вот классический хват керамбита, это на указательный палец, вот таким образом, и потом открываешь. То есть вот он. Ты когда, если была бы открыта вот эта вот клипса, и ты его, керамбит всегда прокручивают, то есть он прокручивается вот таким образом, эта клипса могла бы вам самому навредить и мешать. Так как она утоплена, она, конечно, не мешает. Геометрия и вес самого ножа 184 миллиметра, длина, все вместе, от кончика до конца кольца, и длина клинка, самого клинка, вот, всего лишь 61 миллиметр. Но так как это керамбит, тут особо и не надо, чтобы была бы хорошая длина клинка. Толщина обуха толстенная, естественно, 5,3 миллиметра. Теперь длина в сложенном виде. Сейчас я открою, сложу. Длина в сложенном виде 128 миллиметров. И вес ножа 173 грамма. Теперь, как все показывают, я тоже покажу немножко режущие свойства этого ножа. Уберем шортики и покажем, что он может разрезать ту же самую бумагу, к примеру. Возьму его простым хватом, то есть одену его на мизинец. Таким образом он, кстати, не будет выскальзывать. Личное ощущение, кстати, перед тем, как резать. Видите, как все продумано? Все, когда открывается, и все вот так, когда продумано, это инженеру надо было подумать. Для чего? Для того, чтобы он прямо вот под пальцы был. То есть его можно и таким образом одевать. Давайте посмотрим. Я его, кстати, не проверял, как он будет резать эту бумажку-то. А бумажку он режет, только вьет. То есть бумажка режется прямо очень и очень хорошо. Теперь со стороны морской уберем
макулатуру. Что у нас он по практике, где еще он может применяться? Ну давайте. Может применяться, к примеру, в разрезании этого, ну, какого-то тросика, шнура. Оп, моментально. Давай еще раз. Оп, моментально. То есть, как я и раньше говорил, нож, который только купили, ну, он и остается нормальным. Он должен резать. Если его купил, он как валенок, ну, мой совет, тут же его выбрасываете. Зачем он вам такой нужен? Там, если он немножко, надо его подправить, это другое дело. Ну вот посмотрите еще раз вблизи, как он выглядит. Выглядит он бомбически. То есть он как из какого-то там, я не знаю, фильма. Смотрите, с каким щелчком он открывается. Но вот играться как простым ножом, открывать-закрывать, им не выйдет. Его открыл, и он готов к действию. Будем говорить по-простому, чистить яблочки. Ну, или что-нибудь другое делать. Для охотников он нормальный, наверное, будет. Для самообороны. Но, к примеру, я вам так скажу, многие почему-то думают, а если кто-то не согласен, пожалуйста, напишите, что этот нож, как его там позиционируют, применяют какие-то элитные спецслужбы или что-то еще. Я вам скажу так. Для того, чтобы его применять, надо подумать о том, насколько у него, ну, вот он в таком вот состоянии. И человек с простым ножом будет с помощью хорошего длинного клинка намного ближе к вам, чем вы с этим ножом. Поэтому этот нож может применяться спецслужбами, мое мнение, но только как бы оружие второго плана, когда уже ничего не осталось. Или вспомогательное оружие. Для моряков, к примеру, и для каких-то там вот яхтсменов он тоже может быть годен, но не совсем. Могу поправить, почему. Потому что у него очень острый клык. То есть этим клыком вы можете что-то еще и поранить и проткнуть. Если это для спасания, то, мое мнение, он должен был быть тогда закругленный здесь. Для того, чтобы тот же самый плотик надувной или что-то еще не пробить. Но чтобы режущая кромка оставалась. Да, я могу так сказать, что для боевого клинка у них есть заточка что здесь, что здесь. Сейчас, кстати, я вам поднесу и покажу учебный мой керамбит, как выглядит керамбит в фиксированном виде. Но это учебный, ребята, керамбит. Сейчас я вам его покажу. Вот этот керамбит. Вот у меня есть учебный керамбит, который также одевается на палец. У него здесь есть бой. И вот так он выглядит. Это учебный керамбит мой. То есть он тоже не наточенный, тупой. Для того, чтобы с помощью него учиться некоторым премудростям и хитростям ножевого боя. Он вот таким образом. Вот так вот выглядит провок, а так выглядит керамбит, но уже фиксированный, у которого есть такие же керамбиты, я думаю, вы встречали в очень любимой мной тоже игре Counter-Strike. А на этом заканчиваю обзор ножа CRKT ProOk. Прошу еще раз поставить лайк этому видео, подпишитесь на канал и до следующих встреч.